Остров Уэйк – это атолл, имеет стратегическое значение и принадлежит Министерству внутренних дел США и управляется командованием ВВС США. Атолл известен своей военной историей обороны острова в декабре 1941 года во время Второй мировой войны. По этим событиям остров присутствует в компьютерных играх, таких как Battlefield в разных частях, Arma 3, War Thunder в качестве основной карты и в Ил-2 «Штурмовик» в авиасимуляторе «Герои воздушных битв». Атоллу в кампании посвящена целая глава об одноименном сражении, а теперь подробнее об острове Уэйк. Остров Уэйк, как я уже упоминал, это атолл, который расположился в северной части Тихого океана, на середине пути между Гавайскими островами и островом Гуам. Ранее включался в состав архипелага Ансона. Общая площадь 6,5 квадратных километров. В состав атолла входят, собственно, остров Уэйк с высотой до 6 метров над уровнем моря, а также более мелкие островки Уилкс и Пил, соединенные с Уэйком мостами. Кстати, инфраструктура на острове по причине нахождения ВВС США очень развита. Принадлежит остров США, а именно Министерству внутренних дел США, и управляется командованием ВВС США. На атолл Уэйк претендует Республика Маршалловы острова, но их претензии остаются только словами и не более того. Атолл был открыт 20 октября 1568 года испанским путешественником Альваро Менданья Тенейра. Во время открытия острова местное население отсутствовало. В то время атолл никакой ценности не представлял, и о нем забыли. И лишь в 1796 году атолл был вновь открыт английским капитаном Уэйком. В декабре 1840 года атолл был исследован американской экспедицией, военным кораблем под командованием лейтенанта Чарльза Уилкса. Было отмечено отсутствие источников пресной воды и растительности, кроме кустарника. Лишь в январе 1899 года атолл был присоединен к США как ничейная территория. Была построена станция кабельной связи, а это уже была первая инфраструктура острова. Первое поселение людей на острове Уэйк отмечено в 1935 году. Так на атолле сооружен аэродром для промежуточных посадок на линии США-Филиппины. Для обслуживания аэродрома компания Pan American Airways построила маленький поселок под названием Паавиль. В 1940 году на Уэйке началось строительство американской военной базы. В 1941 году там были размещены 12 самолетов-истребителей, батальон морской пехоты, 6 артиллерийских орудий калибра 127 мм. Всего на базе присутствовало около 500 военнослужащих. В это же время на острове находилось около 1200 гражданских лиц. Это технический персонал и строители. Особое историческое значение занимает оборона острова в декабре 1941 года во время Второй мировой войны. После Второй мировой войны на острове Уэйк была построена новая американская авиабаза. Численность персонала и членов семей доходила до 1600 человек. Так, в августе 2006 года база была эвакуирована из-за приближения особо мощного тайфуна. После тайфуна на острове работает небольшая группа военных и гражданских лиц, около 150 человек по состоянию на 2009 год. Климат атолла тропический, пассатный, довольно сухой. Осадка в среднем около 1000 мм в год. Источников пресной воды нет. Для снабжения базы питьевой водой были сооружены водосборные резервуары и опреснительная установка. Песчаные почвы атолла малоплодородные, растительность скудная. Единственный вид птиц нелетающих, обитавший на острове, был полностью уничтожен японскими солдатами во время оккупации по причине того, что в конце войны японцев перестали снабжать извне, и солдаты переловили и съели всех птиц. Всем спасибо за просмотр и ваши лайки. Оставляйте свои комментарии под видео и обязательно подписывайтесь на канал.